Невероятно интересное выступление, друзья мои. Со своей стороны я посмотрел, и сразу же мне вспомнился мем, как бы так, выкинув неприличные слова, но ничего не понятно. Накидал много умных слов, мне ничего не ясно, и поэтому хочется поблагодарить отдельно журналистов news.ru, которые перевели на человеческий язык. Не перегибать палку. Глава РСПП, не знаю, если неправильно произношу, то пусть на меня ПП не обижается, но он призвал не запрещать иностранцам работать в РФ. Я уже сегодня опубликовал, как в коляску чуть не пролетела глыба льда. Просто чудо, что осталась жива молодая семья. На фоне того, что нам рассказывают, как привозят огромное количество индийцев бороться со снегом, афганцев, я не знаю, скоро китов начнут привозить. То есть тех, кто вообще не знает, что такое снег, и в ужасе лежат в кошмарах каких-то своих хостелах. На улицу не выходит, никто ни с чем не борется. Строят так, что падают лифты каждый день, дома разваливаются. Школа упала вот не так давно, перед 1 сентября. И выходит, и, значит, ну, молодец, что в темных очках, я так понимаю, да, или что? Он, чтобы в глаза ему, значит, не было видно выражения глаз. Я к чему? К тому, что, наверное, где-то нужны. Наверное, специалисты из разных стран. Вопрос люди задают по поводу того, что завозят мигрантов по миллиону в месяц. Спасибо Бастрыкину, что это озвучил. Причем в те сферы, в которых мы их в результате не наблюдаем. Зато их в Польше наблюдают, они подкопы делают. Ну, они или не они, я уж не знаю. Куда-то деваются те, которых миллион в месяц привозят. И он говорит, мало, надо больше. Я просто, об этом речь или нет? Или пусть тогда разжевывает. Но суть в том, что я перевожу обратно на человеческий язык, то, что он там что-то пробубнил, я вообще не понял. Сейчас во многих сферах сохраняется дефицит кадров. Да, по миллиону в месяц привозят дефицит кадров. Что там с ними делают? Из них колбасу, что ли, делают? Дефицит кадров каких? Это, знаете, раньше была такая шутка, что в фильме много потребовалось, ну, какой-то анекдот уже, даже не помню подробно, что для такой-то роли, где там погибает какой-то герой, потребовалось много дублеров, актеров. То есть каждый раз убивали. То есть я просто... Куда деваются-то по миллиону в месяц? На миллион в месяц завозят. Бастрыкин это озвучил еще в 2024 году. Взлет преступности. На тех сферах, куда их типа, значит, заманивают. Лавров говорит нужны, этот говорит нужны. Кто это такие вообще все? Я просто... Мне кажется, их надо заставлять отчитываться. Где, сколько приехало, где конкретно. Закажут, чтобы отчитывались. А когда преступления против несовершеннолетних, который там взлет был, только что не 1000%, чтобы вот эти несли ответственность. В подробностях, чтобы нам рассказывали, что там вот Шохин. Давай, Шохин, рассказывай, что там у нас со сломанными судьбами и психикой хотя бы выживших подростков. Ну, я прав или нет? Вот у меня к нему вопросы. Это же, понимаете, это та самая называется чувствительная тема. Наверное, нужны, наверное, есть. Я уверен, что не все чудовища приезжают. Но сумели это преподнести так, что уже возникает у людей ощущение, что приезжают только чудовища. И вместо того, чтобы заняться этой самой интеграцией, поднимать этот вопрос и решать этот вопрос, который сами создали, он мне говорит, надо вести еще. Это как издевательство звучит. Причем я даже не слушаю, что он говорит. У меня выпущенные глаза, и я понять не могу. Это как издевательство, как провокация или нет? Сейчас во многих сферах сохраняется дефицит кадров. Куда дел? Шохин, куда дел? Миллион в месяц привезли, а ты куда их дел? У меня прям такой вопрос сразу. Я за них переживаю, куда же они делятся? Дефицит сохранить. Фига себе. Это вы умножаете на количество месяцев. Каждый год по 12 миллионов приезжает. И куда же они деваются-то? Не выживают, что ли? Такая тяжелая погода здесь, что ли? Или их всех за полярный круг сразу, там, по ошибке, я не знаю, или что? Решить эту проблему можно, значит, в том числе развитие целевого обучения. Обучение, значит, еще обучать. Денег хочет, правильно я понимаю? Денег на обучение. Денег на индийских мигрантов уже взяли. Им 100 тысяч, говорят, будут платить. Я не верю, что им будут платить. Я их даже не вижу. Снег падает с крыши, а их нету. А 100 тысяч под это дело, значит, лупанули. Я правильно понял? То есть денег хотят на это тиснуть. Президент Российского Союза промышленников и предпринимателей Шохин. Промышленники. У вас там что с промышленностью? Вы сначала расскажите, насколько вы уникальные специалисты, как владеете оптимизацией. И давайте мне покажите, что вы да или нет. У меня отношение даже к тебе как к профессионалу. Выполз, я тебя знать не знаю. Почему тебя еще не цитируют? Где твои научные работы? Тебя должны во всем мире знать, ты гений. У тебя кадров нет. Ну, страна-то маленькая, господи, народа-то нету нифига. Надо звать кого-то. Ты все равно поднимай промышленность. Поднимаешь, Шохин. И вот цитата, значит, переведенная на человеческий. Главное нужно не перегибать палку и не вводить слишком жесткие критерии трудовых отношений. Ой, господи, что это значит вообще, не понимаю. Не запрещать трудовую миграцию, а развивать. Миллион в месяц, как развивать его? 10 миллионов в месяц? Не знаю, друзья, пишите со своей стороны, может, слишком эмоционально. Но я просто, я не знаю, может быть, он не смотрит мой канал. Я каждый день озвучиваю то льдина на голову, то конкретное, извините меня, преступление против личности, взлет. Пришлось ответственным структурам не то чтобы засекретить, а отвести в отдельный статус для профессионального только рассмотрения тему преступления против несовершеннолетних. Он этого не знает. Это проблема, очень большая. Если она сопутствующая проблема, но это значит основная тема рушится. Иногда сопутствующий ущерб может ликвидировать актуальность
основной цели, или, по крайней мере, методов решения. Или сопутствующий ущерб в виде местного населения и подрастающего поколения его не сильно волнует? Меня это интересует. Он решил вопрос вот, по поводу того взлета преступности в отношении мирного населения, ну, тут привозят неадаптированных, причем как целенаправленно из стран, ну, что называется, мусульманских таких, да, ортодоксальных, которые закон не уважают. А почему не уважают? Я с уважением, я не хочу нарушать или тревожить, вот он, наверное, хочет, а я нет. Чувство верующих. Так вот, у мусульман, у них сначала шариат, а потом уже законы государства, если кто не в курсе. Вот так. То есть, в первую очередь, они будут гужеваться по своим интересам, своим ценностям, а у них, кстати, разрешено жениться на 9-летних. Еще раз, его Шохина это интересует или нет? Или он это собирается не решать? Или это сопутствующий ущерб, и ему плевать? Вот у меня вопрос. У вас какая мысль вот, по поводу сопутствующего ущерба вас устраивает такой или нет? Все, пишите, мне прибавить нечего.